Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, мы с вами уделим внимание народным приметам в среду. Поговорим о том, что же можно делать в среду, и поговорим о том, что же нельзя делать в среду по народным приметам. Обязательно досмотрите это видео до конца, будет много интересной информации для каждого. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет интересна и познавательна. Вы знаете, среда, как день недели, достаточно сильно отличается от всех остальных дней недели. И что можно и чего не стоит делать же в этот день недели? Ну, во-первых, в среду происходит много мелких событий, которые быстро сменяют друг друга. Средой управляет самая быстрая планета Меркурий. Во-вторых, в среду люди становятся более общительными, любознательными. Всех тянет на разговор. Кстати, заметьте у себя в компании или в фирме, где вы работаете, вы увидите, что именно в среду люди уже после понедельника и вторника все уже успокоились, расслабились и все хотят поговорить о чем-то. Поэтому среда это день еще как обмена информацией, постоянного движения, торговли. Даже люди в этот день успевают и перекусить на ходу, и посплетничать, и побыть в какой-то такой суете. Вы знаете, в среду вообще особенная атмосфера, она не такая, как в другие дни недели. Почему так? Дело в том, что, как мы уже сказали, средой управляет планета Меркурий. А планета Меркурий достаточно воздушная и легкая планета. И она наделяет людей в среду такими качествами, как хитрость, легкость, веселость, ловкость. Поэтому в этот день многие люди легко принимают решения. При этом те решения, которые, возможно, никак не могли приниматься в другие дни. И это было связано с различными ситуациями и событиями. Также среда это тот день, когда лучше всего подходит и для обучения, и для работы с информацией. Поэтому, если вы давно, например, мечтали выучить какой-то иностранный язык, то начните обучение именно в среду. То есть вы можете подготовить все документы, например, по обучению, заключить контракт на обучение иностранного языка, но уже начать само обучение нужно именно в среду. И вы увидите, как результат не заставит себя ждать. Также в среду начинайте писать научную работу, поступайте на обучение, начинайте практиковать ораторское искусство. Это очень важно, потому что быть оратором, умение выступать на публику, это достаточно сложное мастерство. И многим оно не потому, что не дано, а дело в том, что многие его не развивают. Но нужно всегда выбирать тот день, когда действительно звезды, планеты вам будут в этом помогать. Надо выбрать те аспекты для того, чтобы правильно, знаете, вам стало в кайф заниматься ораторским искусством. Также именно в среду научитесь тренировать свою память и свою речь. Это тоже очень важно, потому что когда вы тренируете свою память, вы тренируете свою речь, соответственно, вы улучшаете свои эти качества, вы начинаете по-другому развивать свой мозг. А вы знаете, наш мозг постоянно хочет знаний, хочет обучаться, но, к сожалению, мы с вами лентяи небольшие и не готовы. Поэтому в среду, даже если вы не из публичных людей, вы не любите выступать, именно дома сядьте именно в среду, возьмите, прочитайте какую-то статью, книжечку, другой какой-либо материал, который вам будет интересен, и перескажите. Начните с одного абзаца и попробуйте рассказать этот абзац так интересно, чтобы вам стало самим это интересным. С первого раза обращаю ваше внимание, что у вас ничего не получится, потому что если вы ранее никогда не тренировали свою память, не тренировали свой мозг, то, к сожалению, вам даже будет тяжело, вас это будет все раздражать. Но если вы начнете в среду и потихонечку, не спеша, мелкими шажками начнете тренировать, то вы в скором будущем вы увидите результаты.
Также обращаем внимание, кто занимается торговлей, бизнесом, именно связанным с куплей и продажей, обратит внимание, что именно в среду всегда намного лучше идет торговля. И в этот день всегда есть возможность заключить удачную сделку. Также среда – это очень удачный день для бизнеса, для важных встреч и для переговоров. Если вы мечтаете начать какое-то вот кратковременное небольшое дело, то среда для этого самое лучшее время. В среду вы можете начинать любые дела, вы можете начинать любые проекты, которые, они сами по себе вот будут, знаете, вот не будут долго тянуться, они быстро будут завершаться. То есть не будет никаких преград у вас на пути. И в среду общение выходит на первый план, потому что люди сегодня становятся более коммуникабельными, более любознательными. Но в этот день обязательно избегайте сплетен, наговоров, потому что в этот день люди открыты и ни с того ни с сего, возможно, даже не осознавая, могут начинать говорить какие-то сплетни, говорить какие-то гадости, какие-то недовольства. И вы, попадая вот эту массу негатива, начинаете также принимать участие в росте этого эгрегора. Поэтому, чтобы этого не было, все-таки подальше от тех людей, которые несут какие-то негативные краски в вашу жизнь. И в среду именно желательно хорошенько подумать, прежде чем сказать что-либо лишнее. То в среду ограничивайте себя в рассказах, потому что это со временем может вернуться к вам и вернуться не самым лучшим образом. Но в среду, друзья, не следует переезжать на новую квартиру, вне зависимости, это будет съемная квартира или это ваша квартира. И эта народная примета проверена многими поколениями. И замечено, что если люди переезжали в новый дом или в новую квартиру в этот день, в среду, то там долго они не проживали. Вот, друзья, основные рекомендации на среду. Поэтому, пожалуйста, постарайтесь провести среду с удовольствием и в удовольствии. Все-таки это середина рабочей недели, и уже многие отошли от понедельника, от вторника, и многие уже, конечно, хотят, уже даже, знаете, готовятся к отдыху. Но мы все-таки рекомендуем в среду быть внимательными, осторожными, не полагаться на других даже людей, но в то же время стремиться к тому, чтобы быть коммуникабельным и стремиться идти вперед. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Код Изобилия. Подписывайтесь на наш канал, у нас на канале постоянно выходят новые и интересные видео, а мы с вами услышимся в следующем видео.